Я за них настолько восхищаюсь и рады. Это красивые, когда гармоничные союзы. Но это очень забавно. Там все прыгало, там рукавичка разговаривала. Вот так. И они так выглядят. Безобразно. Магия очень пропитана. Точнее, она вся пропитана низкочастотной энергией. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Гениально все очень просто. Энергии индиго, которые приходят в нашу жизнь, делают нашу жизнь прекрасней, веселее и полноценней. Жик! Нету ни прошлого, ни настоящего. Не набирайте этого себе ненужного багажа, магии. Тот, кто занимается магией, будь мудрее, прекрати это все. Брось. Думай, что ты вечный или вечная, в основном-то девушки. Мужикам оно по априори, в принципе, наверное, не надо. Кого-то завораживать. Это всяких хватает. Думайте, что вы вечные, нескончаемые. Понимайте, что вам придется тянуть лямку. Лямку – это ношу. Не думайте, что вы вот сейчас прожили, вы натворили чудес, и за это не будете нести ответственность. Повезет тем, кто в этой жизни уже ответит. А вы представляете, потом будет жизнь, и вы ничего не сможете сделать. 60-70 лет будете жить очень печально. Но вы добровольно выберете потом эту карму, потому что вы скажете, надо отмываться. И все ради опыта. Кто погряз в трясине, выходи на свет. Ты сильная. И не бойся, что будет печально. Лучше сейчас, чем никогда. Будьте честными. Даже если вы уже наследили, выходите оттуда. Поймите, вам придется всем выходить, так или иначе. Все будут в свете. Но игра может продолжаться очень много жизней. И вы себя вводите в ловушку. Я обращаюсь к тем людям, кто занимается магией. Или сиюминутной выгодой ради денег. Начинайте работать. Физически вы в тела приходите не чтобы магией заниматься и чувство своего эго удовлетворять. Я могу, мне он дает. А те властимущие, нищеброды. Да, а что, не богатые? Нищета в душе в большей степени. Правда, появляются нравственные люди, их видно сразу. Когда они говорят, сразу видно, что человек нравственный, богатый, нравственный. Это очень красиво. Это величественно. Но люди боятся смерти. Человек должен бояться глупых поступков, а не смерти. Не совершайте, уходите от магии. Это очень большая тема. Я к ней буду возвращаться не один раз. Но никогда не идите. Есть искушение завладеть тем или иным, приворот сделать. Есть искушение сделать то-то. Поверьте, вы будете несчастливы. Месяц будете счастливы, 2. Узник никогда не сделает вас счастливыми. Даже в этой жизни вы проживете всю жизнь. Жизнью уйдете, а он говорит, ты что, офигела? Или ты офигел? И вы потом будете платить кармически этому человеку, так как взяли его в борозду без его согласия. Если в борозду идет согласием своим, колечко вешает, тогда седлайте, бегайте. Ну, самое главное, чтобы он не пересел потом на вас сверху, как в большей степени бывает. Один думает, что он умнее другого. Нет.
Это априори. Если человек думает, что он умней, он будет потом страдать. Нельзя быть умней. Этот мир соткан с других энергий. Он не с тех энергий, чтобы жили те, кто умней. Да, он может сегодняшним днем жить. Но через неделю, месяц, 2, год, 3, 4 завоет он или она. И фотографий тогда уже не будет постить, какая у них жизнь прекрасная. Или не прекрасная. Но я только за красивую жизнь. У меня очень много друзей, товарищей, которых я смотрю от фотографий, я за них настолько восхищаюсь и рады. Это красивые, когда гармоничные союзы. Они редкие, но не по любви. И это очень прекрасно наблюдать. Но это тоже не идиллия. Ты знаешь, что цветы человек не думает. Да, работа, но это приятная работа. Иногда надо пострадать, чтобы потом быть счастлив. Потому что в гармонии такого не существует. Без проблем. Но к магии не прибегайте. Гадание это тоже не затуманивайте себе. У меня тоже там знакомые подсели на гадание по интернету. Да я как-то смотрел из интернета, думаю, ну чудят, думаю. И все уже, ну как, слава богу, что легально. Я не за то, чтобы что-то запрещать. Я нет. Я наоборот, открывайте все. И пусть каждый идет добровольно. Но потом и выгребать будет добровольно. Он уже не скажет, пошел, неси, хотя ну и так будет так. Те, кто по ним видно, кто они. Если другими глазами смотреть, все, кто разлаживает, многие, по ним видно, какие энергии ими управляют. Это сами увидите, если вы будете идти к свету. Даже они на животных похожи, только, знаете, мультики там были, музыканты там. Ну, я не помню, как мультик называется, но там всякие черти, сапоги ходили, это наш украинский мультик. Там еще что-то там, но это очень забавно. Там все прыгало, там рукавичка разговаривала, вот так. И они так выглядят. Безобразно. По сути своей, энергетической. И они работать не хотят. Я призываю, человек болен, работай над собой. Сейчас есть интернет. Докторов, учителей ищите, находите. И я даже начну в скором будущем, я думаю, показывать какие-то физические упражнения. На пресс, на спину, которые будут укреплять вас. Я призываю к тому, трудились и ставили себе лично планку длиною в жизнь до последнего дня. А не так, месяц позанимался. Вы должны психологически понять, я в физическом теле. Если, чтобы я себя чувствовала в течение жизни хорошо, я должна делать зарядку. Все. Других не должно мыслей даже в голову приходить. Это истина. Если человек это себе ставит, как дышать воздухом, у него не будет проблем со здоровьем. Но если будет возникать, он их сможет быстро решать, потому что уже и сила воли накопится, и то накопится. Человек станет уже сильнее. И получит травму. Травму тоже никто не получает просто так. В это время надо внимательно посмотреть, как ты шел, как ты поступал, может, что-то ты не так сделал. Травмы это нам стоп, машину останавливают. Посмотри, что ты проехал, не проехал ты там кого-то. Вот это наши болезни. И бояться не надо, и смерти не надо бояться. Бояться смерти должен тот, теперь самое важное скажу, кто низкочастотными занимался. Вот ему я посоветую побояться смерти. Они уходят же, вы знаете как? Они уйти не могут спокойно. Если вы хотите прекрасную смерть, сон. Идите в высокие частоты, к низким частотам. Это будет очень печально даже здесь, на Земле. Я знаю. Я не шучу.
Хоть и молод я, но жизни много. Жик. Я вас целую, люблю, обнимаю, дорогие мои. Не бойтесь ничего, кто в грязи, отмывайтесь. Я сам мылся. Люблю, уважаю, целую. Мужикам. Рис, подписываемся, дорогие мои. Спасибо за комментарии. Комментируем, не забываем, подписываемся, делимся с друзьями. Чем больше людей, тем больше у меня будет энтузиазма что-то записывать. Я вас люблю, обнимаю. Мужикам. Рис, девушкам, стариков и бабушек. Обнимаю детей. Это прекрасные люди. Дети и старики одни и те же, ничем не отличаются. Хорошего настроения и всего самого наилучшего. Продолжение света. Не фотографии тогда уже не будет. Постить, какая у них жизнь прекрасная. Я просто вел такую жизнь. Я выпивал гулянки, пьянки, выпиван. У меня образ жизни был низкий. Они на животных похожи были. Знаете, мультики там были, музыканты там. Я не помню, как мультик называется, но там всякие черти, сапоги.